Не знаю, у меня так повелось, я в понедельник делаю отведение лучевую проната, а в среду обязательно делаю упражнения, чтобы кровь разогнать. Я не делаю одни и те же упражнения из недели в неделю. Можно долбить одно и то же, чем я занимался какое-то время назад. Но когда ты в каком-то упражнении упираешься в свой максимум, тебе очень некомфортно, что ты не можешь его перешагнуть и стать сильнее. Нам же не нужно закатать, например, на скамейке на кисть много. Нам нужно, чтобы наша кисть стала сильнее. А для этого не нужно каждую неделю работать на скамейке. Я смотрю, да, в последнее время развернулась какая-то дискуссия на тему нужен жим, не нужен жим. Когда мы делаем кисть на горизонтальной скамье, мы укрепляем момент горизонта своей кисти. Когда мы делаем на наклонной скамье, мы укрепляем момент заворота кисти. Если ты чуть-чуть не выпрямил кисть в горизонт, то твоя сила, которая у тебя будет в кисти на стартовом положении руки, она объективно не будет отражать тот вес, который ты делаешь. Спонсор выпуска — компания Сила Руков. Продукция, которой уже давно пользуются именитые спортсмены. Огромный ассортимент товара. Резиновые петли, тренажеры для рук и предплечий, расширители грифа, большой выбор эспандеров и, конечно же, ручки для армрестлинга под любые задачи. Ручки на лямках, ручки с различными насадками, цилиндр, конус, эксцентрик и многими другими. Блоки, приставки к столу и, конечно же, сами столы для армрестлинга. Продукцию компании Сила Руков можно заказать на сайте silarukov.rf. Есть доставка по России. Также у компании Сила Руков есть канал на YouTube, группа ВКонтакте и офлайн-магазин в Москве. Добро пожаловать! Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. Расскажите, как вы тренируете, как вы комбинируете тренировки группы мышц, сколько отдых между тренировками делаете, или легкие, средние, тяжелые тренировки, и в какой последовательности? Вот такой вот у нас каверзный вопрос. Я тренируюсь 3 раза в неделю по 3 часа. Я комбинирую тренировки таким образом, чтобы у меня в понедельник, в среду и в пятницу, когда тренировка идет одна за другой, у меня были задействованы одни и те же группы мышц. Если по-простому, то в понедельник я делаю все тренировки, которые все упражнения, которые мне нужны в верховой борьбе. В среду я ОФП и очень много внимания уделяю кисти, хотя и в понедельник, и в пятницу я тоже работаю на кисти и на пальцы, только максимальный объем работы в среду. А в пятницу я делаю все, что нужно для крюка. Но я даже больше скажу, у меня вот в цикле в тренировочном редко когда бывает, что у меня даже раз в 2 недели попадается одинаковый тренировочный процесс. То есть я не делаю одни и те же упражнения из недели в неделю. Они у меня разнесены. То есть следующий понедельник это будут уже другие тренировки наверх, условно говоря. Да. В следующую пятницу это будут другие упражнения на крюк. Упражнения. Да, другие упражнения на крюк. То есть, если так, я могу поработать там, например, крюк блоки поработать в динамике, то на следующей тренировке это может быть и бицепс на скамейке скотта в пятницу, и крюк снизу, да, и статическое удержание. Там, на следующей неделе это может быть работа на резине. Можно долбить одно и то же, чем я занимался какое-то время назад. Но когда ты в каком-то упражнении упираешься в свой максимум, тебе очень некомфортно, что ты не можешь его перешагнуть и стать сильнее. Поэтому есть разные упражнения на разные техники борьбы. Есть подводящие упражнения, есть упражнения на заминку, которые, безусловно, надо делать. То есть нам же не нужно закатать, например, на скамейке на кисть много. Нам нужно, чтобы наша кисть стала сильнее. А для этого не нужно каждую неделю работать на скамейке. Так же, как когда ты, например, пытаешься жать лежа, да, для того, чтобы, если ты хочешь результат в жиме, у тебя, понятно, должна быть последовательность. Но ты должен делать тренировки разные, тренировки тяжелые, тренировки легкие, ты должен жать с паузой, ты должен делать дожимы. То есть наша задача не сделать какой-то максимум в одном упражнении, наша задача в комплексе стать сильнее. Поэтому эта тренировки должны быть построены таким образом, чтобы у тебя в общем укреплялось твое движение. Это не должны быть тренировки такие, условно говоря, простые. Неделя легкая, неделя тяжелая, одни и те же упражнения. То есть это достаточно тяжелая работа для построения всего этого дела. И я считаю, что это одна из важнейших
задача тренера в армрестлинге построить тренировочный план таким образом, чтобы твой подопечный к определенным соревнованиям вышел на свой максимум, не перегрузился, не порвался, не поломался или наоборот не подошел к соревнованиям в форме, когда там он на 50-60% готов. Друзья, я уже много лет занимаюсь тренерской работой, и для меня всегда очень важно было то, как мои спортсмены восстанавливаются после тренировок. От этого напрямую зависит их результат на соревнованиях. Самое главное для спортсмена, который хочет добиться максимального результата, это продуктивно потренироваться и хорошо восстановиться. Предлагаем вам предтренировочный комплекс Hurricane Energy от известного бренда спортивного питания Magic Elements. Данный комплекс разработан немецкими учеными и в разы повышает силовую выносливость, усиливает концентрацию внимания и, что немаловажно, обладает жиросжигающими свойствами. А чтобы ваши мышцы как можно быстрее восстановились, приобретайте БЦА аминокислотный комплекс с витаминами и минералами Renovator. И результат не заставит вас долго ждать. Magic Elements – это высокое немецкое качество по приемлемым ценам. Если спортивное питание, то Magic Elements. Заказывайте на маркетплейсах Wildberries и Озон. Здесь вы можете приобрести любые спортивные пищевые добавки, не выезжая в Германию, такие как креатин, протеин, БЦА, витамины и предтренировочные комплексы и многое другое. Все ссылки на наших друзей мы оставляем в описании к видео. И мы плавно подошли к вопросу нашему любимому, тоже традиционному, лежа в армрестлинге. Я смотрю, да, в последнее время развернулась какая-то дискуссия на тему нужен жим, не нужен жим. Я считаю, что, безусловно, жим – это одна из хороших базовых упражнений, которая развивает общую физическую силу. Я считаю, что жим в армрестлинге, безусловно, нужен. Это вопрос такой же примерно для меня, как нужны ли подтягивания в армрестлинге. Да, я считаю, что нужны. Вот. Здесь можно спорить достаточно много на эту тему. Да. Но, например, если у меня позиция такая, что жим в армрестлинге нужен, безусловно, потому что достаточно дает тебе физическую силу. То есть я понимаю, что, например, без жима могут бороться, например, если мы берем у мужчин легкие категории, там 55, 60, 65, возможно 70, не могу сейчас за всех сказать. Но чем больше растет твоя категория весовая, тем больше физических сил тебе требуется для борьбы. И самое главное, больше бензина для этого. То есть, как я вижу, например, в категориях поменьше очень люди скоростные. В более тяжелых категориях процент людей скоростных, он меньше. Вот. Там уже большую роль играет общая физическая сила. И я считаю, что мое личное мнение, что жим, да, это не первостепенное упражнение в армрестлинге, естественно, но это, безусловно, нужное упражнение. Безусловно, я считаю, что кисти со штангой – это одно из самых базовых и нужных упражнений для работы предплечья. Я его выполняю по-разному. Я его выполняю на горизонтальной скамье, я его выполняю там на горизонтальной скамье просто кисти, из пальцев, и на наклонной скамье из пальцев, и просто так, и с толстым грифом, там, с Аполлоном акселем или с обычным грифом на расширителях. То есть неделю это упражнения разные. Ну, насколько я замечал, чем толще ручкой, там, Аполлон аксель, делать легче. У вас так же? Я могу сказать свое другое наблюдение. Когда мы делаем кисть на горизонтальной скамье, мы укрепляем момент горизонта своей кисти. Да. То есть, разные углы, безусловно. Когда мы делаем на наклонной скамье, мы укрепляем момент заворота кисти. Да, более глубокая фаза. Ну, то есть разные фазы. Когда мы делаем на Аполлоне, на толстом грифе, у нас наклон скамьи должен быть выше, и тогда прорабатывается именно другие две фаланги на пальцах, и мы закручиваем тот же самый вес более уверенно. То есть на Аполлоне я работаю обезьяньим хватом. И там такая, это, скажем так, тупая сила, да, я на этом упражнении там закатываю какие-то сумасшедшие веса, да, но нельзя. А какие веса?
Ну, если мы говорим про параллельную, если мы говорим про работу с параллельной кисти, то это там больше 160 километров. Вот. Но тут главный вопрос, что ты каждый раз должен уходить в прямую кисть, даже не в чуть-чуть подвертую, а в прямую кисть. Поэтому это очень-очень важно, примерно так же важно для спортсменов, которые приседают, чтобы они приседали в горизонт. Поэтому если ты чуть-чуть не присел в горизонт, да, это не зачет. Так же и у нас. Если ты чуть-чуть не выпрямил кисть в горизонт, то твоя сила, которая у тебя будет в кисти на стартовом положении руки, она объективно не будет отражать тот вес, который ты делаешь. То есть надо предельно быть честным с собой. Иногда хочется, да, чуть-чуть поглубже положить штангу, чуть-чуть не до конца выпрямить кисть, сделать такой небольшой прогиб. Это самообман в погоне просто за большим весом. Вот, а если говорить про свое любимое упражнение в армрестлинге, это не кисти я очень не люблю делать, но, безусловно, нужно. Это пронатор, стоя с поясом со свободным весом. А какой вес делаете? Тоже у нас такое медийное упражнение сейчас. 52 я на раз делаю. На прошлой подготовке делал. Это в какой технике исполнения? То есть пробивая пронатор из проигрышного положения, да? Пронатор предплечья параллельно полу, и дальше мы делаем пронатор не вот до этого положения, а именно вот до сюда. Все, кто у нас делает пронатор, 99% людей, они его делают вот до сюда. Мое личное мнение, что имеет смысл смотреть за пронатором, который идет вот сюда, атакующий. Вот. Обязательно полную амплитуду, и всем ребятам, которые занимаются, я пытаюсь объяснить, что то, что вы сделали вот отсюда до сюда, это, безусловно, пронация, но это пронация обороны. Если вам нужна пронация от атаки, то это движение именно вот это вот, и да, его тоже надо работать, его очень тяжело работать, потому что там веса растут крайне медленно, и каждый раз нужно крайне внимательно выполнять это упражнение для того, чтобы технически это было правильно, и чтобы это дало пользу в борьбе. Вот. Я считаю, что это, в принципе, одно из таких самых технически сложных упражнений, но если ты его технически правильно выполняешь, то оно за столом тебе очень много дает. Виктор, при каком стаже тренировок стоит начинать пробовать участвовать в соревнованиях? Вопрос из чата. Да. Стаж тренировок и выступления. Все очень просто. Здесь ты можешь заниматься и полгода, и год, и совершенно спокойно идти на соревнования. Тут вопрос, какого уровня эти соревнования. Твой стаж занятий должен соответствовать уровню соревнований, на который ты идешь. Если ты отзанимался полгода-год и пошел на МС, чемпионат России, и на МС, да, то, естественно, борьба на соревнованиях – это, безусловно, очень важная составляющая тренировочного процесса, но ты должен понимать, какие цели и задачи с тобой, у тебя стоят на соревнованиях. Когда ты начинаешь заниматься, это задача тренера – подбирать тебе соревнования. Вот у нас там тренируется иное количество людей, да, например, кто-то из них едет на первенство России, который сейчас пройдет в Орле, а кто-то из них на этих выходных борется на областных соревнованиях «Ладожский медведь». И те, и другие люди у нас тренируются, совершенно разный стаж занятий, совершенно разный уровень. Да, тем, кто едет бороться на чемпионат России, на таких соревнованиях региональных не имеет смысла бороться. Если ты борешься в соревнованиях, где борются новички, и ты только-только начинаешь понимать, какая твоя борьба, тебе, безусловно, нужны такие соревнования, потому что я знаю людей, которые могут тренироваться в зале годами и не выскакивать на соревнования с мыслями, ну, сейчас я стану еще чуть-чуть посильнее и точно всех выиграю. Такого не будет. Есть такое. Ты, безусловно, для того, чтобы становиться лучше, надо участвовать в соревнованиях. То есть я знаю людей, которые через полгода уже выскакивают на соревнования, там, и через год выскакивают на соревнования. То есть ты можешь бороться, тренироваться 2, 3, 4 месяца, полгода, и после этого выскочить на соревнования, но задача твоего тренера подобрать тебе такой уровень турнира для того, чтобы он пошел тебе на пользу, а не во вред. Вот, поэтому я здесь считаю, что все это индивидуально. Но я считаю, что если человек хотя бы полгода-год занимается, он уже может выскакивать.
Друзья, мы собираем средства для проведения очередного турнира по армрестлингу среди инвалидов. Соревнований для здоровых людей с хорошими призовыми много, чего не скажешь о турнирах среди инвалидов. И только от вас, от наших зрителей, зависит, получится ли у нас это сделать. Давайте все вместе поучаствуем в добром деле. Денежные средства, которые пойдут на оплату дороги, питания и призы победителям, можно выслать по номеру телефона, к которому привязана карта. 8 920 177 55 61. И помните, добрые дела всегда возвращаются. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, если понравился ролик, пишите свое мнение в комментариях и не забудьте поделиться этим видео у себя на страничке и с друзьями. Это важно для нас и алгоритмов YouTube. Для вас работал чемпион мира по пара-армрестлингу Зинятуллин Руслан. Диктор канала Курбанов Эрик. И, кстати, у меня тоже есть свой канал про армрестлинг и силовые виды спорта Берсеркер 13. Подписывайся.